Самое важное о составлении завещания. Для многих из нас в слове «завещание» есть что-то пугающее. В сознании прочно засел стереотип: завещание пишется на смертном одре. Некоторые даже считают написание завещания дурной приметой. На самом же деле, завещание очень важный и нужный документ. Составляя завещание, человек распоряжается своим имуществом на случай смерти. Распоряжение производится путем передачи имущества другим гражданам или юридическим лицам-наследникам. Если гражданин не успел перед смертью составить завещание, его имущество перейдет к наследникам в порядке наследования по закону. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы составления и исполнения завещания, является Гражданский кодекс. Оформление завещания происходит в два этапа. Первый этап – составление текста завещания. Второй этап – нотариальное удостоверение завещания. Текст завещания на нотариальном бланке удостоверяет нотариус. Обязательно указывается место и дата удостоверения завещания, кроме случаев, когда речь идет о закрытом завещании. Именно нотариальное удостоверение придает завещанию законную силу. В случае, если человеку, желающему составить завещание, трудно передвигаться, нотариус может посетить его на дому. Нотариус обязательно проверяет дееспособность лица, совершающего завещание. В ГК сказано, что завещатель должен быть полностью дееспособен, а также законность условий, которые лицо желает включить в завещание. Завещание составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у нотариуса. Кроме того, он вносит сведения о составленном завещании в единую информационную систему нотариата, ЕОИС. Это делается для того, чтобы в случае, если, например, завещание утеряно, наследники могли восстановить его текст. Есть ряд случаев, в которых завещание может быть удостоверено не нотариусом, а иным лицом. Если завещатель находится в больнице, завещание может быть удостоверено главным и дежурным врачом. Если завещатель находится в местах лишения свободы, завещание может быть удостоверено начальником исправительного учреждения. Если завещатель находится в экспедиции, завещание может быть удостоверено начальником экспедиции и так далее. Также завещание не удостоверяется нотариусом, если гражданин находится в положении, угрожающем его жизни, и в силу чрезвычайности обстоятельств не может удостоверить завещание у нотариуса. В такой ситуации человек может изложить свою последнюю волю, написав завещание от руки на листе бумаги в присутствии двух свидетелей. Важно помнить о том, что если в течение месяца после того, как у гражданина появится возможность удостоверить завещание у нотариуса или иного лица, главного врача и другие, он не сделает этого, завещание, подписанное в присутствии свидетелей, потеряет свою силу. Составляя завещание, особое внимание нужно уделить его форме, потому что нарушение требований к ней может сделать завещание недействительным. Конечно, если для составления завещания вы обратитесь к нотариусу, проблем с этим не возникнет. Закон позволяет включить в завещание самые разнообразные условия. Это дает возможность каждому человеку составить завещание, максимально учитывающее его желания и потребности. Завещать можно любое имущество, как движимое, так и недвижимое. Можно завещать все имеющееся имущество, либо его часть. Если завещана только часть имущества, то оставшаяся будет распределена между наследниками по закону в соответствии с правилами очередности. Завещать можно не только то имущество, которое уже принадлежит вам, но и то, которое вы планируете приобрести в будущем. Например, если у вас еще нет в собственности квартиры, но вы уже знаете, что через некоторое время приобретете ее, то вы уже можете включить ее в завещание. В качестве наследника можно указать любого человека, родственника, неродственника, иностранного гражданина, организацию и даже Российскую Федерацию. Не стоит забывать об обязательных наследниках, тех, кто получит часть наследства независимо от содержания завещания. К обязательным наследникам относятся: 1. Нетрудоспособные родители умершего. 2. Его нетрудоспособный супруг. 3. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. 4. Лица, являющиеся хотя бы отдаленными родственниками умершего, если они находились на его иждивении не менее года до момента смерти. Нахождение на иждивении означает, что единственным или основным источником средств к существованию этих лиц выступали деньги или продукты, предоставляемые умершим. 5. Лица, не являющиеся родственниками умершего, если они не менее года до момента смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Также в завещании можно предусмотреть запасного наследника, который получит имущество, на которое распространяется завещание, в случае, если указанный в завещании наследник умрет или откажется от принятия наследства.
Завещанием можно установить обязанность наследников оказать какую-либо услугу, или передать какое-либо имущество третьему лицу. Например, можно указать, что ваш внук, получая дом в наследство, должен будет предоставить пожизненное право проживания в нем вашему сыну. При оформлении завещания обязательно понадобится паспорт. Документы на имущество, которое вы собираетесь включить в завещание, не обязательно, но желательно. Нотариус может указать наследуемое имущество со слов завещателя, но лучше указывать признаки, идентифицирующие имущество как можно точнее, чтобы в будущем никто не имел возможности опротестовать завещание, ссылаясь на сложности в его толковании. Например, если вы собираетесь включить в завещание земельный участок, то лучше указать его площадь, точный адрес, название и наименование садового товарищества или дачного кооператива, категорию земли и виды разрешенной деятельности. Не имея под рукой документов, сделать это будет сложно. Гражданин может в любой момент отменить или изменить завещание. Для этого у нотариуса составляется специальный документ об отмене завещания, либо новое завещание, содержание которого будет изменять содержание предыдущего.